Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. You wanna go where people know people are all the same. You wanna go where everybody knows your name. Итак, моторимся. Всем привет, друзья! С вами я, Никита Лол, и мы снимаем новое реалити. Какое? Без названия. Но мы пришли сегодня в гости к одному очень интересному человеку. Возможно, вы знаете его, возможно, нет. Поэтому узнаем, кто же это. Добрый день. Заебали звонить. Меня зовут Яна, это мое реалити-шоу. Пусть знает, как оно называется. Придумаю название в конце. Я не знаю ни одной транс-женщины в России, в Рунете, которая бы имела свои бизнесы, зарабатывала бы кучу бабла, тратила бы это открыто и об этом рассказывала. Это реалити-шоу моей жизни, о моих буднях. Я покажу вам свое окружение, своих самых близких друзей, свою жизнь, свой быт, своего молодого человека, с которым мы живем сейчас вместе. Вы увидите, как мы с моими друзьями живем, кайфуем, наслаждаемся жизнью, тратим бабки и шлем нахуй всех хейтеров. Меня зовут Никита, и мы... Я знаю, как тебя зовут, Никита. Мы пришли снимать реалити о тебе. Это твой великолепный дом, в котором ты живешь. Вилла, в которой я живу со своим парнем. У меня появился парень с недавнего Поздравляю, времени. поздравляю. Я вас познакомлю еще. Сколько стоит эта вилла? Эта вилла обходится в $10 тысяч в месяц. Вот так вот живут трансы с границы. А деньги-то такие, откуда деньжища? Слушай, слухи разные ходят. Люди думают, что я в эскорте работаю. Будешь коктейль утренний? С удовольствием большим. А вы, сука, не завидуете? Так что так, проведем рум-тур? Да, я с удовольствием выпил бы, да, и провел бы рум-тур. Обожаю свою работу. Крепко. Прости, аж слюни потекли. Давай, может быть, начнем, наверное, с той части комнаты. Вот я вижу офигенную просто плазму. Просто обалденный. Мы здесь собираемся с друзьями постоянно. Люблю большие пространства, 200 метров. Лойка, мы играем с Олегом постоянно здесь. Олег зовут парня, трахаемся, да? Ебете здесь? Прям на диване, да, не завидуй. Мы с ним загораем, купаемся. И трахаетесь, да, наверное? Ну, иногда в бассейне, да, бывает. О, душ, смотрю, есть, прикольный. Я все равно как бы хотел бы задать вопрос из разряда, как бы ты меня не хуесосила, да, там, и не делал съемку заново. Вот можешь объяснить ребятам, да, вот кто нас сейчас смотрит, почему к тебе нужно обращаться в женском роде? Как я идентифицирую себя сейчас? Как транс-женщину, гетеросексуальную транс-женщину. Это произошло совсем недавно, я недавно это осознала для себя. Поэтому сейчас люди, которые меня называют моим старым именем в мужском роде, мне прям становится от этого больно, дискомфортно. Я баню таких подписчиков, которые в комментарии называют меня Андрюхой и прочее. Ребят, давайте без кринжа. Я Яна. Называйте меня Яной. Милая, сладкая, сексуальная Яна. И тогда я открыла для себя Tinder. Просто Tinder, женская анкета. Я там указана как женщина. И такого как бы спроса на себя
после этого. Я у тебя- никогда не видел. У меня тут старое имя. Это все гетеросексуальные мужчины, да. А какой вот тебе нравится вообще вот типаж мужчин? Ну, ты мне не нравишься, Никит. Да я-то знаю, что я уникальный вообще в своей основе. Как вообще вот на Бали вот, получается, вот живется? Здесь охуенно, здесь классная комьюнити, во-первых, помимо там погоды, природы и так далее, тут круглый год 30 градусов, никакого колхоза нет, быдла, кроме тебя, Никит. Ну, уж извините, Короче, какой есть. Блядь, сейчас. Ну, давай в бассейн затуши, блядь. Я бы, кстати, такую штуку бы еще бы выпил, мне вообще понравилось. Островок, кухня, иногда готовим. Честно говоря, я нихуя здесь ни разу не готовила. А хотела бы Здесь несколько приготовить месяцев. что-нибудь? Да, можно. Вы вообще со Но своим- Олег хорошо готовит, он говорит. Да? Вы вообще со своим парнем, там, не знаю, как проводите вот свой простой день? Вот вы проснулись. Слушай, мне кажется, Олег со мной немножко, знаешь, расслабился. Потому что он прилетел сюда ко мне, и он набрал 4 килограмма. Он же постоянно ходил в зал, там заниматься. всё Он такое. спортсмен, типа Он такой, спортсмен. качок. Миша Маваша. Он борец, да. Борцуха еще к тому же. Охуеть, блядь. Я вообще такое обалдею слышать. Так, ну чё, за съемки, там, старт, реалити. Я даже не буду объяснять, для чего вам нужно смотреть это реалити, потому что вы его и так, сука, посмотрите. За мной следят сотни тысяч людей, потому что я охуенная. Я постоянно выебываюсь своими бабками. Я живу как хочу. Мне завидуют миллионы. В моем директе тысячи пожеланий смерти ежедневно, потому что я живу свою жизнь так, как я хочу. Никит, Вкусный. вкусно? Угу. А чё вы чем вообще, ну, питаетесь? На Ебать. самом деле я ничего из этого не покупала. Я не знаю, откуда это все. Охуеть. Это вот все вы типа одним Это, наверное, разом Олег. закупаете? Я просто питаюсь только в доставке. Олег, в принципе, тоже со мной. Но иногда он что-то... Но иногда он что-то покупает для себя, чтобы там приготовить завтрак или что-то такое. О, а можно такую штуку попробовать? Можно. Когда залетел продюсер, начал что-то расспрашивать за виллу, сколько что стоит, начал лазить по всем углам. Я думаю, блядь, убрали ли мы все салфетки, которые оставили прошлой ночью. В каких странах вот ты побывала после эмиграции? Я сначала полетела в Грецию, пожила 1,5 месяца в Греции, потом 1,5 месяца в Испании пробыла. Ну, я летела просто по Шенгену, я не делала никакие документы. Потом полетела на Сейшелы отдохнуть на месяц. У меня была остановка в Турции, я хотела сделать пластику. Подожди, а в смысле пластика, типа? Вот я знаю, что ты, ну, делала. Это получается, ну, как губы. И Я делала просто уколы красоты. уколы красоты, так это называется. Окей. Да. Губы, Подожди, а скулы. при чем здесь, ну, типа, пластика, ты хочешь У что-то меня сейчас в видоизменить? декабре планируются 3 пластические операции. Нахуя? Ну, я хочу быть более женственной и вот так. Я не принимаю свое тело до конца, это у меня большая проблема, и я планирую его менять. Вот многие сейчас смотрят это реалити, думают, блядь, мужик в юбке, что-то разоделся, мнит из себя женщину. Что могу сказать по этому поводу? Мне похуй на мнение бомжей абсолютно. Просто посмотрите на себя, во что вы одеты, и посмотрите на меня, как я охуенно выгляжу, как я охуенно живу. Да, завидуйте, суки. Но своим поклонникам и зрителям, моим любимым, передаю привет и желаю приятного просмотра моего первого реалити-шоу. Это будет охуенно. Я пока боюсь принимать гормоны, от них не работает член. Окей. Ну, как-то так, ребят. Ладно, пойдем Каждый дальше. мужчина знает, что лучшая женщина с членом. О, Да, ебать, срач, конечно. Слушай, ну, небольшой творческий беспорядок. Мы просто только что приехали кроссы новые. А сколько такие стоят? Да эти недорого. А вот эти вот дорогие, $100. по-любому, я знаю, синие. Не-не-не, долларов 400-500. Что-то Вот такое. эти? Да. Подожди, в твоей комнате, где спальня, есть ванная?
Да. Я никогда не снималась в реалити. Единственное, в чем я участвовала, это какие-то постановочные съемки, поэтому этот опыт для меня такой прям... Я очень волнуюсь на самом деле. Скажу честно, никогда не снималась ни в чем подобном, но надеюсь, что вышло прикольно. Вы в этой комнате, ну, с молодым человеком живете, вот с Олегом? Нет, мы живем в разных комнатах. Я специально сняла виллу с 2 спальнями, потому что личное пространство для меня очень важно. Я прям с ним это проговорила. И он, оказывается, такой же. То есть мы спим в разных спальнях и просто встречаемся утром там за завтраком, проводим время. Но когда идем спать, мы идем в разные комнаты. На чем вот ты вот сейчас зарабатываешь, да? Потому что мы давно вот не общались на эту тему. Вот я знаю, что у тебя есть вот «Крысиное королевство», да, и твой личный канал Несколько Петров. пабликов в Телеграме, да. Несколько пабликов. Может, еще какой-то может появиться, еще чуть-чуть. Возможно, да. Плюс у меня Инстаграм есть, инфопродукты. Продаю свои. Сейчас вот книгу пишу. Книгу в целом, пишешь? То есть сам, да. Сам. О чем? Книга о моей личной жизни, там секс-истории, романтические истории. Я извиняюсь. Я просто представляю сразу секс-истории. Я знаю, что твои истории, они как бы всегда будут, ну, блядь, настоящими. И типа там они могут максимально в деталях, блядь, описаны. Да. Какой там кринж Я будет так и или нет. пишу. Пройдем к коллегу, может быть, познакомимся. Давай, да. Если честно, больше всего я переживала по поводу Олега. Как только команда забежала на виллу, начали меня снимать. Дело в том, что у Олега нет опыта съемок, и перед реалити я больше переживала скорее о нем, чем о себе. Приветик. О, нихуя себе. Привет, меня зовут Олег, я парень Яны, мы вместе живем на Бали. Мне 21 год, конкретно я себя в чем-то еще не нашел, но я уже успел попробовать несколько проектов. Это был бизнес, связанный с торговлей, и в дальнейшем я тоже в этом ремесле пытаюсь двигаться, что-то придумывать. С детства я занимаюсь борьбой, и в том числе это разный вид единоборств, как ММА, бокс, бразильское джиу-джитсу. Для меня это первый видеопроект. На самом деле есть немного такая сжатость, то есть, вы это можете видеть, то есть, в первых сериях, я думаю, точно я буду такой немного застенчивый. Я надеюсь, что это реалити поможет мне как-то раскрыться, как для себя, так и для вас. Поэтому смотрите и кайфуйте. Здорово. Здорово. О, Доброе утро. Олег вошел в кадр, и первое, что я подумала, я хочу ему отсосать. а можешь банку показать? Ну, реально. Ебать! Вот это да! Яна, это Олег, правильно? Да. Это твой молодой Мой человек. парень. Как вы познакомились? Мне писали несколько сотен парней, но один меня зацепил. Это был Олег. С Яной мы познакомились 2 месяца назад. Это в Телеграме списались, как бы пошло-поехало знакомство. Какие твои были первые ощущения, когда ты увидел Яну? Ну, там, переписки, вы пообщались. Как вообще ваше сразу это знакомство? красота. Я такой, что по фото в жизни я такой постоянно сидел, типа, такая красивая, вот все такое, типа, комплименты. Я в таком несознании был, что я вообще здесь. На первой встрече Да. мы так смущались. Вы увиделись именно здесь, на Бали? Она тоже удивлена была, насколько я красивый, и я был удивлен, насколько она красивая, и такая вся приятная, добрая. Слушайте, смотрите, я увидел здесь балкон ваш. Да, я вот приехал, Вау. пришел сюда, и такой пахнет дачей, такой чисто как у бабушки на даче. Скажи, пожалуйста, а какой ты ориентации сам? Бисексуал, Бисексуал. да. Снимался ли ты когда-нибудь в реалити? Нет, в реалити я не снимался. Это мои первые съемки, то есть... но у меня были еще съемки в сериале, это второстепенная роль. Это было в Киеве, вот. То есть, такая небольшая практика в плане, вот что такое съемка. Ну да, было, но реалити это, конечно, впервые. То есть, для меня это новый опыт, это интересно, и я думаю, все получится круто.
Но ты, получается, в Яну именно как влюбился. Это все впереди, типа вот это чувство. Мы договорились о том, что, ну, как бы, если нам друг с другом комфортно, если нам классно время проводить вместе и так далее, нам не нужна вот эта какая-то, ну, больная химия, нам просто классно вместе. И... Мы вдвоем искали взрослых отношений. Да, партнерские Да, взрослые такие отношения. вот. Слушай, я вот здесь вот недавно совсем увидел в одном сообществе сообщение, что Петрова развлекается со своим новым возлюбленным. Если ты не против, то есть я тебе покажу. Да. То есть нашли твой Инстаграм, то есть нашли твои фотографии и также подписали, то есть историю Петрова. Но они уже, молодцы, сами все делают, типа. Как ты к этому относишься, что люди как бы берут и могут найти любые данные, которые могут узнать о тебе? Мне абсолютно все равно, кто что будет думать, как бы, это было бы глупо. Вот, как-то волноваться по этому поводу. Потому что, если люди хотят как-то захейтить что-то, как бы они это сделают. Если они хотят там доебаться до чего-то, не обязательно доебутся, что-то найдут и будут как бы хейтить, как бы, не собираюсь как-то прятаться там в углу каком-то от всех, там что-то, жить не так, как я хочу. Но говоря про Олега, на самом деле, не обращая внимания на то, что он сексуальный, красивый и прочее, на самом деле, чем он меня зацепил еще в переписке, тем, что он очень умный, он очень воспитанный. Он не написал ни одного матного слова за несколько месяцев нашего общения. Он меня реально зацепил. И когда мы с ним познакомились в жизни, наша первая встреча, как прошла, я поняла, какой это просто милый, нежный котик. Вообще. Я поняла, что я хочу попробовать с Олегом построить реально что-то серьезное, и я уже давно мечтаю о семье, я мечтаю выйти замуж, я мечтаю о ребенке. Я надеюсь, что у меня это получится построить с Олегом. Так, я, наверное, в маркет сейчас поеду, окей? То есть ты я хочу завтрак приготовить, да, надо поесть. Ты же хочешь есть? Хочу. Вот, Никит. блядь, свинья. Никит, бери за собой. А что за завтрак ты хочешь приготовить, ты хочешь своей возлюбленной? Яичницу, то есть ничего такого тяжелого, потом уже пообедаем нормально. Яичницу, вот это завтрак, конечно, блядь. Я не хочу Я б нахуй яичницу. омлет... Слышишь? Яичницу не хотят. Что хотят? Что-нибудь соленое, без яиц. Тостом, может быть. Да, можно тосты сделать. Я пошел. Я отправил Олега в магазин, и он начал капризничать. Олегу 21 год, и он часто ведет себя как капризный ребенок. Я стараюсь его, конечно, усмирить разными методами, но не всегда это получается. Можно твой телефон? Зачем? Такси вызвать. У меня приложение загнулось. А что мы будем завтракать? Тосты с чем-то, я что-нибудь придумаю. Рыбу красную любишь, кстати? Вот, сделаю. Все, пока. Скоро. Олег, а можешь еще бутылочку вина купить? Бутылочку вина, белого вина, да? Белого, да. С полусухое. Да? Да. Окей. Честно, мы вообще не готовим завтраки, мы не готовим ужины, мы постоянно заказываем доставки, но я подумала, что для реалити это будет очень мило, если мы приготовим что-то совместно. К тому же Олег мне обещал приготовить. Олег, ты это смотришь? Ты мне обещал приготовить что-нибудь вкусное, ты умеешь готовить. Но как-то мы живем уже почти месяц, и ничего Олег мне не готовил, мы только заказывали доставки. Блин, я хотела яичницу приготовить. Но все равно я приготовлю, и тосты сделал. Кстати, давно красную рыбу не ел. В магазе я купил яйца, купил молоко, сыры, зелень, авокадо, красную рыбу. Решил приготовить скрэмбл и сэндвичи. Короче, проблема. На вино не хватит. Не проблема, я потом скажу или закажем. Закажем.
купили? Нет, не все. Все-таки нужно было еще денег взять. И у меня инет не работал, мы пешком возвращались. Похер на вино. Я джин заказала, кстати. Ну, джин. Так. Я сейчас все достану. Завтрак чемпиона. Потом... Да, чемпионский завтрак. Но я сейчас сразу в душ, потом вернусь. Вот. Ты в душ? Ну, конечно, я пока шел, я вспотел, блин, весь. Так, Может быть, сейчас пока ты вернусь. в душе, я тогда сама сделаю. Ты сделаешь тосты, Да. а я тогда себе сделаю хлеб. Хорошо. Ну ладно, попробуй, окей. morning 다시 날이 밝아 당연하게 늦추어진 Когда мы начали готовить завтрак, я поняла, что, блядь, эти руки не предназначены для вилки, ножа. Я, сука, не умею это делать, мне еще похуй. Я готова заплатить сколько угодно. Вы мне, пожалуйста, все приготовьте, вы за мной берите. Я, в принципе, уже много лет не убираюсь сама дома, не готовлю себе. И последние несколько лет даже не стираю свои вещи. То есть за это ответственны совершенно другие люди. Да, многие из вас этого не поймут, но поверьте, существуют такие люди, как я. Я посолить забыла. Да, вообще не надо даже солить. Тут и так все И так понятно. вкусно. Ну скажи, пожалуйста, что это лучшая яичница в твоей жизни. Ну, это моя первая такая была яичница. Такая, какая? Да, ну сейчас будет, такая вот ностальгия, знаешь, типа, когда я первый раз готовил, вот у меня примерно так же было. Я очень голодный, я вчера ночью есть уже хотел. Честно, я заебалась готовить. Кстати, что сегодня будем делать? Типа, может, куда-то сходим? Или там У с нас друзьями сегодня- твоими у нас встретимся? сегодня встреча с друзьями, Да. у них на вилле. А у кого именно? Ну, у Насти, Кеши, Майка. У них там какая-то типа вечеринка. Можно к ним съездить. Мои друзья с Олегом несколько раз пересекались, встречались, но лично никто прям Ну, только с не Кешей. общал. Только с Да. Кешей Олег общался, а с остальными ребятами, с моей сестрой нет. Да, Олег пересекался со многими ребятами, то есть он виделся с ними, они приезжали к вам в гости, но так как у нас реалити, мы не знаем очень многих моментов касаемо, что думают действительно ребята насчет Олега. На самом Поэтому- деле я даже сама не знаю, то есть я с некоторыми друзьями вообще не общалась насчет своих отношений, насчет Олега. Например, с Сергеем мы вообще эту тему не поднимали Да, и ни что разу. подумаю я о них, интересно тоже. Я не знаю их мысли, о чем они думают, но они как будто боятся даже начать... Боятся Олега? Боятся Для них это начать- непривычно, скорее. Ничего никто не боится, просто для них это, как-то Необычно. впервые или что. Когда твои последние отношения были? Мои последние отношения были 5 лет назад. Это максимально трагичная для меня история. Она закончилась очень грубо, грязно. И с того момента, вот знаете, когда ты живешь полгода одна, потом год одна, ты еще думаешь, ну вот сейчас встречу парня, потом в итоге проходит 5 лет, и спустя 5 лет ты понимаешь, что какое-то осознание приходит, как будто у тебя, в принципе, никогда не будет больше парня. Это просто привычка, знаете, вот ты жила одна очень долго и даже не подразумеваешь, что такой исход, в принципе, возможен, что ты с кем-то начнешь строить отношения. И у меня такое случилось. Это какой-то был период отчаяния. Я реально думала, что я либо встречу там своего молодого человека лет через 15-20, либо вообще никогда. Самое страшное то, что меня это устраивало. Прошлые отношения закончились тем, что мы просыпаемся, мы жили в разных комнатах. Захожу к нему в комнату и вижу, что он сидит в приложении для гей-знакомств. Это был Hornet. Я открыла приложение и увидела там десятки переписок. Я тебя трахну в жопу, типа отсоси мне, ну и прочее. Они договаривались там о встречах. Но в этот момент, честно говоря, он был для меня не травмирующим. Для меня было травмирующим
потом пережить все это расставание. Но в моменте, когда я увидела все это, мне захотелось так ему сильно отомстить. И у меня в мыслях не было ничего, кроме мести. И вот он стоит на коленях передо мной, у него текут слезы, он просит прощения, молит о том, что больше никогда такого не случится. А я говорю ему: у тебя есть 2 часа, чтобы собрать свои шмотки и пойти нахуй из моей квартиры. Не скажу, что я страдала прям очень долго после расставания, потому что... Короче, дело в том, что я ему изменяла первое, типа, и потом спалила его на вот переписках с мальчиками. И такая про себя думаю: ну и правильно, блядь, что изменяла. Что ты яичницу не ешь? Она некрасивая, по твоему мнению? Да, надо попробовать. Ян, а ты вообще сама, хочешь попробовать ту еду, которую вы вместе приготовили? Так мы сейчас, да, вместе и попробуем вот яичко. Не знаю, не уверена. Честно, то, что мы приготовили, была полная хуйня. Конечно, нашему второму продюсеру это понравилось. Он попробовал тосты, он сказал, что очень вкусные тосты. На самом деле булочки были пригоревшие, авокадо был неспелый. Лучше бы заказали в ресторане. Я даже яичницу запорола, сука. Ребят, скажите, с такими ногтями невозможно что-то приготовить. Так, в МК, да, поиграем? Да, давай. Нет, проблема. Кто выключил телевизор? Дело в том, что типа там отходит HDMI теперь. Олег очень скованно себя вел на съемках, для него это очень непривычная ситуация. Я на него смотрел, и я думал, блин, это не мой парень, потому что когда мы вдвоем наедине, он ко мне подходит, он начинает нежиться, меня обнимать, меня ласкать, мы целуемся и просто друг от друга отлипнуть не можем круглые сутки. Тут он волновался. И, конечно, сложно сниматься, когда вокруг тебя там стоит 10 человек, 3 камеры и все такое. Так, ну что, я, наверное, поплавать схожу. Ты тогда собирайся, мы к друзьям же поедем. Да, хорошо. Когда Олег меня поцеловал, у меня в этот момент просто отключился мозг, и я просто куда-то уплыла. Я расплылась в этом поцелуе, его эти нежные, сочные губы. Я готова целовать, облизывать круглые сутки. Олег очень классно целуется. А полную версию нашего поцелуя вы увидите в Телеграме, потому что я хочу набить подписчиков в Телеграм себе. Хули вы еще не подписались, блядь. Там уже 350 тысяч человек подписано, так что ссылка в описании. Друзья, вот мы и находимся на вилле Махеса в Элмани Виллас, где живут друзья Яны Петровой. Поэтому узнаем, чем они занимаются в эти моменты, в эти секунды на самом деле. Здорово! Меня зовут Майк Ланзета, мне 27 лет, я живу в Дубае, я психолог и IT-предприниматель. Моя профессия является помогающей, поэтому я, если вкратце сказать, помогаю людям взращивать в себе осознанность и становиться лучшей версией себя. В качестве IT-предпринимательства я имею в виду приложение для медитации, которая совсем скоро будет. Вообще, я человек мира. Я посетил 26 стран, и для себя сейчас я выбрал, что я живу в Дубае 2 месяца на Бали. То есть Дубай — это чисто такой мут, чтобы настроить какой-то нетворкинг, поработать, что-то придумать, какие-то грандиозные идеи привнести в этот мир. Бали — чисто такая дача, где можно посидеть, помедитировать и просто, как говорится, отдохнуть от этого вайба города, суеты, мегаполиса.
Мы в курсе, да, снимаем реалити, вот. Видим, что у тебя какие-то спецэффекты там происходят. Не хочешь провести экскурсию Ну, там? пойдемте. Let's go. Майк, скажи честно, ты жрал грибы здесь на острове или нет? Нет, но кто знает. Ну, как мы видим, ты максимально подготовился к сегодняшнему дню. Я сейчас вижу вот такое вот алоэ с ножом. А ты Майк, знаешь, для чего это? скажи, пожалуйста, для чего А это? как ты думаешь? Это какая-то медитация или это для омоложения? Вот. Второе, это, блядь, это просто лучшее средство, которое я каждый вечер его разрезаю, так, значит, на тело намазываю, на лицо, делаю масочку. Ну, это не так делается. Вот салфеточком. Скажи, пожалуйста, самое, наверное, главное качество, которое ты можешь выделить в этом реалити о себе. Я классный. Заебись! Я просто классный, я охуенный, самый лучший. Я с такой позицией по жизни живу. У меня есть мысль стать министром психологического развития в той стране, себе. в которой я буду жить. Майк, лучший. Мы все услышали, мы еще увидимся, мы поехали Давай. знакомиться с другими ребятами. Всё Рад супер. был видеть, я сейчас как Да. раз сажусь в Мы еще медитацию. увидимся. Все, с вами был я, продюсер хуй пойми кто. Итак, друзья, мы сейчас с вами познакомились с Майком Ланзеттой. Сейчас мы с вами познакомимся с Кешей, который является админом ВПШ, АКА Николай. 33 вопроса Кендалл Дженнер. Всем привет, меня зовут Коля, меня зовут Коля. По знаку зодиака я сука. Я безумно ранимый, очень гиперчувствителен, эмпатичен, поэтому мне всегда очень сложно участвовать в таких проектах, но я люблю участвовать в таких проектах, как бы это ни казалось странным. Снимался в реалити, мой лучший друг Игорь Синяк снимал свой реалити «Я худею», и я принимал там непосредственное участие. В жизни я занимаюсь тем, что веду сообщество ВПШ ВКонтакте, занимаюсь рекламой, постами, пишу интересные статьи, посты. Плюс у меня есть свой маленький проект, тоже ВКонтакте, вот, но какой я рассказывать не буду. Мы бы хотели вот зайти к вам в гости и поговорить с вами на определенные темы. Гоу. Пойдемте. А как часто ты ебешься на этой кровати? Блять! Ну, не часто, еще ни разу не ебался. Ну, очень бы хотел, да? Вообще, скажи, делай. пожалуйста, как у тебя вот, ну, с отношениями, вот, ну, часто ли это для тебя приемлемо или это для тебя очень серьезный такой вот шаг для твоей жизни? Типа одноразовые связи или ты просто спрашиваешь? Ну да, бывает, знаешь, там, курортный роман или, может быть, серьезные отношения, чтобы построить Ну, семью. я немножко untouchable, типа... Это я что б- на русском? Ну, типа, не трогать меня, я больше за моногамию, полигамию. Типа, полигамный, моногамный. Я не ебу, можно по... Ну, короче, для меня главные отношения не ебля просто так. Смотрю, у тебя есть планшет, iPad, соответственно, ты достаточно... Богатый! У меня есть iPad, я богат. Очень интересно узнать, вот получается, вот в тот комплекс, в который мы вошли, да, вот эта вот вся большая вилла, ну, вы живете все вместе, то есть как вы ужились с ребятами, типа, кто с вами живет? Майк, Настя и Сережа вписался. Но, знаешь, мне не очень нравится жить с Сережей, потому что, ну, как бы не то, чтобы не очень нравится, а я чистюля, вот, а он любит оставлять там... Свинюля. Свинюля, да, и это немножко создает дискомфорт, но как бы ок, ладно. Это временная вся история, поэтому... Ну, ты ему высказываешь касаемо его каких-то вот действий вот из разряда, что Ну да, типа да, я хороший свинья? вчера его халат выбросил в бассейн. Ладно, спасибо большое, Коль, мы Всё, пожалуйста, увидимся приходите с тобой. еще, Да, да. еще увидимся. Все, пойдемте дальше. Оу, вы посмотрите только, друзья, Анастасия, Майк и Сергей. Анастасия, если вы не знали, это двоюродная сестра Яны Петровой. Меня зовут Настя Золотова. Я сестра Яны Петровой. Мы двоюродные сестры. Из каких-то важных фактов обо мне: у меня биполярное расстройство. Я с этим работаю. Это очень важная часть моей жизни. И таким образом, через это расстройство я в каком-то смысле самореализуюсь. Я увлекаюсь психологией. Я очень много читаю об этом, очень много смотрю, изучаю. Сейчас я начала увлекаться диджеингом и планирую очень в эту тему глубоко влиться, этим заниматься, учиться в школе и развиваться в этой сфере.
В реалити я ни разу не снималась, это мой первый такой опыт, очень волнительный, но при этом очень долгожданный. Мне очень интересно, что из этого выйдет, как это все получится, как я смогу себя показать, самовыразиться, и вот посмотрим. Я, например, знаю, что ты двоюродная сестра Яны Петровой, но про тебя вообще ничего не известно в интернете, и мне вообще дошла такая информация, что у тебя есть такая проблема, как болезнь Альцгеймера. То есть что ты можешь вообще прокомментировать насчет этого? Никита, у меня не болезнь Альцгеймера, я страдаю биполярным расстройством. Да, у меня на самом деле есть ментальные проблемы, но просто немножко другие. А из-за чего у тебя вообще вот произошла вот эта вот, ну, всякая боляка там и прочие все моменты, и как ты вообще оказалась на острове Бали? Как бы у меня ничего не случилось, это хроническое расстройство, оно изначально как бы с тобой всю жизнь, генетически, можно сказать, передается. То есть, грубо говоря, ты родилась, и у тебя уже начались вот эти вот проблемы? Да, но диагностировали мне это 2 года назад, потому что это обострилось. Вот, а так, ну, получается, да, наверное, всю жизнь. Вот, а как я оказалась на Бали, я прилетела просто отдохнуть с Яной, увидеться, мы с ней долго не виделись, потому что она давно эмигрировала, а я жила в России все это время в Москве, и она меня просто позвала в гости на пару месяцев, я к ней приехала, и получилось так, что осталась насовсем. Сколько здесь ты уже на острове находишься? Около 3 месяцев. А чего ты ожидаешь в целом от реалити? Как ты видишь это все? Вот какой смысл в нем? Ну, в первую очередь, это какая-то самореализация для Яны, в первую очередь. Дальше это самореализация для нас, показать себя, как-то раскрыться, самовыразиться. Я думаю, что это вот что-то такое. Пока что у меня это так представляется. Дальше посмотрим. Сергей, лучший друг Яны Петровой. Всем привет, меня зовут Сережа Любимов, я визажист, мне 27 лет, и я из Комсомольска-на-Амуре, да, бич. Знаете, моя главная проблема в том, что я визажист-десантник, а точнее ВДВшник. Точнее, десантник. В обычной жизни я снимаю контент, развлекаю вас, собственно, и в этом заключается моя миссия. Мейкапом я занимаюсь уже около 9 лет, и я знаю об этом все. В это шоу я могу привнести some spicy и some true, немного правды, потому что я всегда честный, и для меня нет лицемерию. Ожиданий у меня от реалити нет никаких, потому что это абсолютно наша жизнь, и здесь все настолько трушно, потому что наша жизнь интересная, хотя бы только заснять наши тусовки, это уже будет настолько интересно, насколько это возможно вам. Сергей, насколько мне известно, ты визажист-ВДВшник. Не ВДВшник, а десантник. Это очень важно. Десантник? Да, ему это важно. Это важно. Это Уже не очень- мне это так принято. Я прошу прощения. Похуй, допустим. Вот ты, получается, здесь приехал, получается, ты тоже эмигрировал, правильно, из России? Нет, я временно здесь. Я не знаю, где я хочу жить. Сереж, но насколько мне известно, то есть очень многие люди тебя знают как действительно очень профессионального визажиста в этом мастерстве. В принципе, по мне видно, чем я занимаюсь, да. Да. Вот, скажи, пожалуйста, как долго ты этим всем занимаешься? Слушай, ну я начал еще, когда учился в школе. В принципе, ну лет, наверное, 5 осознанно и 9, ну так, плавая, в общем. Как давно ты с Яной дружишь? Вы знаете, Маяшкину я знаю с 2018-17 года. 17-18. И знаю ее очень хорошо. Хотел бы обсудить с вами один момент из разряда, как вы вообще воспринимаете то, что Яна, поменяла вот свое имя и просит относиться к ней в женском роде. Я считаю, что каждый человек может выбирать, кем он хочет быть. Пожалуйста, главное, чтобы ей было комфортно. Я вообще за то, чтобы каждый человек поступал так, как ему комфортно. Действительно слушал себя, слышал и поступал соответствующим образом. Не всем удается найти и понять, кто они есть. И, ей это удалось. С этим я ее, конечно, поздравляю. Это круто. К ее самоидентификации я отношусь с большим уважением. Для меня очень важно, чтобы она нашла себя, чтобы она поняла, кто она, и как-то проявила себя. Для меня это важно, и я отношусь полностью с уважением к этому. Что она выберет, то и выберу я. Какие, были моменты, в которых вам, не нравились поступки Яны? Она очень часто опаздывает, и очень надолго. Same, да, same. Можете привести пример, например, какой-то ситуации, когда... Максимально это было опоздание 5,5 часов. Слушайте, но вы в курсе, наверное, что к вам сегодня в гости приедет Коля, кстати. Коль, присоединяйся, пожалуйста, к нам.
К вам сегодня в гости... Это первый день на крокодиле. Я с вами. Бери. Слышь, ты, сука, блядь. Так и живем. Собаку не трогай. У меня очень злая собака, поэтому лучше не шутить со мной, потому что она может вас загрызть. Друзья, к вам сегодня в гости приедет Яна познакомить со своим молодым человеком по имени Олег. Вот, кто-то из вас уже его видел, у кого-то по-любому есть какие-то вопросы, но так как у нас реалити, да, и я понимаю, что есть моменты, где нужно, чтобы кто-то проявлял какие-то активности и так далее, мне бы хотелось, чтобы кто-то из вас приготовил ужин для вас всех. Может, только это буду не я, ну потому что я не хочу готовить для них. Да, чтобы вы понимали, Николай очень вкусно готовит ужины, обеды, завтраки. Вот, он очень часто тренировался на всех этих моментах, поэтому я думаю, мы дадим вам школьное задание среди вас троих. Вообще-то я тоже охуенно готов. Я тоже хорошо готовлю. Вот, это мне... Ой, что ни разу не готовили тогда? Мне это лень. абсолютно не важно. Могу овсянку запарить. Важно то, что просто мы разбавим это таким небольшим интерактивом, да, что вы просто решите какие-то школьные задачки, и тот, кто из вас обосрется, тот и будет готовить Это ужин есть. для вас всех. Поэтому сейчас мы подготовим вам вопросы, и трое из вас будут их решать, и тот, кто проиграет в этом так называемом челлендже, будет готовить ужин для Яны и Олега. Каждому из вас будет задан один из вопросов из школьной программы по очереди. Опять же, напоминаю, что у нас участвует Настя, Сергей и Майк. Я задам вопрос Насте. Сколько океанов на нашей планете? Блядь. Сейчас, подожди. Индийский, Тихий, Атлантический, Северо-Ледовитый. По-моему, все 4. Сергей, единица измерения силы тока это... Ой, блядь. Дай бог здоровья. Я знаю. Это физика, блядь. Давай. Хорошо, что не я, сука, блядь. Ампер, вольт или ватт? Ватт. Сатурн. Это какая по счету планета от Солнца? Блядь, я обожаю астрологию. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. То есть 6-я. Единогласно. Единогласно. Ты готовишь... честно говоря, думал, что это друзья, но походу... Зайка, это реалити. Походу, они сегодня будут отравлены. Когда Сергею выпала возможность приготовить ужин нам всем, я дико с этого угорал, потому что это реально прикол. Во-первых, он не умеет готовить, он вообще ни разу не пользовался плитой, такое ощущение. У нас нечего готовить. У нас много продуктов. У нас вообще нечего. У нас вот это типа на всех, блядь. Есть лосось. И что? Посмотри рыбу. Кусок лосося, блядь. Посмотри везде, пожалуйста. Покопайся на всех там два полках. куска лосося. Ладно, я не буду Ты подсказывать. смотришь... Мы не должны подсказывать. Я не подсказываю, ты просто смотришь так же, как в тот раз ты несколько дней назад искал борщ. Ты нихуя не смотришь. Посмотри нормально, пожалуйста, блядь. Полный холодильник еды. Достань все просто, Что-нибудь блядь. придумай. У нас там только овощи, блядь. Я Нахуй, токсик, все будут только есть яйца послушай. жареные сегодня. Это только Там у есть нас шампиньоны, с шампиньонами хотя бы. Чуть-чуть Во, разбавь охуенно. информацию. Сейчас все сделаем, блядь. Сергей всегда уебывается, ему всегда все не нравится, он вечно всем недоволен, он считает, что он самый главный, самый крутой, ему все равно на правила. Но я думаю, что мы сможем приструнить эту суку. В холодильнике 2 куска лосося. Где? Ты снимаешь, блядь, во фреш-зоне, ебаный в рот, наклони свою голову. Ты снимаешь шкурку, режешь на мелкие кусочки оливковое масло, сливки, чеснок. Я придумал, можно сделать омлет. С лососем? Ну да. Ну, омлет это же не завтрак, у нас ужин. Да мне похуй. Ок. Сережа, ты со мной не помогаете? разговариваешь? Окей, не помогайте тогда. Мне Нам запретили нельзя помогать. Не, ну стой, стоп. Нельзя у вас в голове, блядь, Ты придурки. хочешь сказать, подожди, ты хочешь сказать, что из-за этого ты реально ставишь под сомнение, типа, мое отношение к тебе, серьезно? Ты, это окей, типа, вообще ситуация? Ну, я в шоке. Ну, типа, он же сказал здесь, типа, я думал, что они друзья, ничего себе, типа. Я думал, что это друзья, но походу... А в смысле, друзья, ты хочешь сказать, дружба Никто не виноват в проявляется том, в что готовке? ты ничего Помощи, тяжелее блядь. члена в руках не держал.
Дружба проявляется в готовке, хочешь сказать? Нормально. Сережа, Нормально вообще. то есть Нормально. ты не будешь со мной разговаривать, да? Тупая ситуация. Охуенно, заебись. Спасибо за дружбу, Солнце, спасибо. Я в шоке. Блять, у меня нету слов просто на эту тему больше. Слушайте, может быть, мы поможем, типа? Вам же нельзя. Продюсера же все равно нету пока. Мне усомнились, поэтому я ничего не буду делать. Во время приготовки ужина Сергею было неприятно, что мы ему не помогаем, хотя это были условия, что конкретный человек готовит ужин на всех, и ему никто не должен помогать. Но почему-то он это сочел какой-то большой проблемой, что вот я ему не помогаю, он на меня обиделся, и да, мы на этом очень сильно закусились. Отличный человек, мне это очень сильно ранит. Я один стою, готовлю, вы сидите на жопе ровно, ничего не делаете. Так ты проиграл, умей проигрывать. Ну все, тогда не пиздим, я готовлю, видите? Я ничего не буду говорить, мне похуй, я даже не буду есть этот ужин, блядь. Это реально мой первый раз, когда я сделаю салат. Когда мне выпала возможность приготовить ужин для ребят, я, конечно, охуел, потому что я никогда раньше ничего не готовил. Были какие-то попытки, но это было настолько жалко. Наверное, это тоже надо. Сереж, что за говно ты готовишь сейчас? Салат делаю, в смысле, это не говно, типа, это вкусно То есть будет. ты серьезно на ужин решил приготовить салат из моркови и вот этой вот какой-то... Не трогай, блядь, руками грязными. Ладно, ты знаешь, что ты делаешь? Да. Ладно, я рассчитываю на это. Вот так вот заводи друзей. Нам нельзя, нам сказали нельзя. Excuse me, это просто готовка. Ничего особенного, блядь. Кто не любит лук, тот лох. Я люблю. Первое блюдо, блядь, готово. О май гад. Вы будете пробовать салатик? Я попробую, чтобы она не думала, что я такая, мне похуй, я не помогу тебе. Я попробую, вот только из-за этого. Я отравлюсь, Ты но развела попробую. срач, но ты же уберешься за собой, да? Нет, Став уберется, в смысле, зачем я буду убираться? Сергей меня раздражает то, что он везде оставляет свои вещи. У нас есть общая кухня, общая зона, и она лично для меня должна быть всегда в чистоте, что к нам могут прийти гости или что-то еще, и мы там отдыхаем, и его вещи меня бесят. Берем сковородку и даем пизды друзьям, которые, блядь, нихуя не помогают. Зая, можно вопрос? Окей, с салатом все понятно, а что на второе будет? Ну, типа, первое, второе, там, борщ, хуе мое. Что планируешь? Ну, мне интересно, это ничего такого, Интересно, это обычный вопрос. Усмири свой интерес тем, что я сейчас делаю. Все будут есть омлет, нахуй, с лососем и салат. У нас больше в холодильнике нет еды. Думаю, что мы морковь обжарим. Грибы с лососем. Не знаю, сколько это сочетается, мне плохо, короче, тоже добавим. Друзья, скажите, пожалуйста, что у нас вообще приготовлено в целом? Салат. Пока что салат и И суп из 7 залуп. 2 покрошены, остальные так брошены, блядь. Я хочу просто сказать, что через 20 минут приедет уже Яна вместе с Олегом. А мы За успеваем, 20 блядь. минут успеваем, я думаю. Сергей, ты будешь готовить второе? У нас свои планы на кухню сегодня. Ну, а почему ты не можешь опять рассказать? Почему Да ты я не мне... знаю, что... Да я говорю, типа, Блядь, ты мне ты видишь, токсично здесь ответил. стоят яйца, здесь стоит лосось, блядь. Мне что нужно, блядь, придумать это? Я у тебя спросила, ты мне токсично ответил. Сейчас тебя Никита спрашивает то же самое. Почему давайте, нельзя наверное, мы спокойно отъебитесь. ответить, блядь? Отъебитесь, я на стрессе. на секундочку, пожалуйста, от их скандалов. Давайте мы сделаем... Сергей готовит ужин, но мы должны засервировать стол, чтобы все было кругом. Ну, хотя бы то у что-то вас такой сделайте, срач, блядь. типа, Да, знаете, реально, из вы- разряда, что вы бомжатники. Смотри, вот где я делаете. сижу, чистота идеальна. Короче, вот у нас вот уже первое блюдо. Не знаю, выглядит как дерьмо, по-моему. Ну ладно, похуй. Ты бокал весь день из рук не выпускаешь. Надеюсь, что это будет... Ну, не, подожди, блядь, стоп, нахуй. Женский алкоголизм очень опасен. Ты вместе со мной пьешь это вино? Я не пью вино вообще-то, я пью кофе ты сейчас, сегодня. Стой, ты сейчас хочешь уличить меня в проблемах с алкоголем, да? Нет. Ты сказал, что да. Ну, я просто пошутил.
Но это не смешно, с учетом того, что ты знаешь ситуации из моей жизни, и ты сейчас так шутишь, типа, ну, тебе ок вообще? Я серьезно. Что ты В смысле, смеешься? ситуации из твоей жизни я не понимаю. Я тебе рассказывала вещи очень личные, блядь. Даже Tinkerbell не вывезла эту движуху. Коля, ты серьезно? Да ладно, все, я шучу, перестань. Я теряюсь аж в словах, потому что, ну, я в шоке. Блин, мы с тобой такие личные вещи обсуждали, и ты меня сейчас уличаешь, типа, в алкоголизме. Я просто ни в каком алкоголизме. Нет, Я ты тебе говорю о том, пошутила, что можно было просто ты помочь сказал- мне. Яна едет к нам ко всем. Ты сказал, что женский алкоголизм, типа, лечится сложнее. Боже, ты будешь придираться ко всем моим словам? Да, я буду, потому что для Хорошо, меня я это буду тогда болезненно, общаться с тобой Коль. на немом. Хорошо. Вы что натворили, суки, блядь? Настя плачет, блядь, из-за вас. Слушай, а что случилось? Вот ты говоришь, что Коля правильно, он начинает гнать на тебя, что касаемо, ну, какого-то алкоголизма, там, еще каких-то вещей, он там тебе какие-то оскорбительные моменты говорит. У меня нет конкретной проблемы с алкоголизмом, но из-за того, что вот я вначале говорила, что у меня есть ментальные проблемы, это, к сожалению, мешается, и случается история, что я, ну, too much с алкоголем какие-то отношения, да, я могу перепить, и из-за этого у меня странное поведение, такое случается. И вот я делилась с этим Колей. Для меня очень болезненно, потому что я думала, что это личный разговор, а он сейчас вот так просто это все на шоу выносит, и, ну, для меня это too much, правда. Ну, серьезно. Мне больно это слушать. Что бы ты готова была бы сделать, ну, против него вот в рамках шоу? Я не, Ты такой, знаешь- я не знаешь такой ли ты, человек, какой его чтобы секрет? против. Нет, я не готова что-то выносить, я не хочу опускаться до этого уровня, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Я не могу такого сделать. Мне это больно, но я этого не сделаю. Вот. Я сегодня очень жестко пошутил над Настей. Ну, как пошутил? Я просто сказал, что у нее женский алкоголизм, что она восприняла очень-очень близко к сердцу, начала плакать, устраивать мне скандал, говорить, что она не алкашка и все прочее. Но я не считаю ее алкашкой, просто ребята сегодня с утра до начала съемок выпили уже 3 бутылки вина. Во время съемок выпили 4 бутылки вина. И, наверное, после съемок тоже выпьют пару бутылок вина. Я переживаю, мы все-таки приехали сниматься в реалити на священный остров, где алкоголь там и все остальное типа под запретом, но по ходу дела у ребят есть план спиться, но я не с ними. Блин, это мой The Best Friends, мы очень близко подружились, очень близко общаемся. Хоть она на меня и обижается, но я думаю, что она не всерьез. У Насти, правда, есть проблемы, она очень ранима, очень многие вещи воспринимает сразу на свой счет, но я знаю, что она проходит терапию сейчас, вот, поэтому я надеюсь, что у нее все будет окей. Hi, Queen! Мы встречаем у порога дома. Вернее, нашей кухни. Ходите. Привет. Да, вам удобно. Какие у тебя классные Джорданы, вау. Да, только чего? Сказала на Farfetch. Очень крутые. Они типа джинсовые? Они очень... Приветики, приветики. Рад вас видеть. Привет, привет. Вы уже в предвкушении этого ужина. Замечательно. Званый ужин мы сегодня снимаем. Реально званый ужин. Сейчас просто какой-нибудь трэш устроим. Пожалуйста. Даже не предложили ни воды, ни шампанского. Да, и сейчас все будет, Щас подожди. всё будет, зайчик. У нас сегодня ответственная старшая за кухню Сергей. Сама приехала в гости, сама разлила, сама... Все сама.
О май гад, hi, queen. Зай, ты старшая Это за кухню, шлюха, почему? это шлюха. У нас Это уже ты гости шлюха. приехали. Нет, это ты Сама шлюха. шлюха. Да, я знаю. Это мы шлюхи, вы знаете. Почему дружим, собственно? Потому что она очень умная. Это реально так. Если кто-то думает, что она не умная, вы очень сильно ошибаетесь. В том, что она очень честная. Я точно знаю то, что она никогда не будет мне пиздеть. Это 100%. Это мы в наших отношениях выясняли несколько раз. И вы знаете, я просто ее люблю за ее склад ума. Ее склад ума — это что-то особенное, то, что всегда завораживает, и она всегда непредсказуема. Короче, ребята, у меня сегодня для вас классные новости, потому что мне выпал шанс накормить вас сегодня. Я знаю, ты не оценишь это, сука, но... День пищевого отравления. Да. Давайте выпьем за день диареи. Ну, как всегда, вот смотрите, как всегда, они все пьют, а я нет. Вот Как всегда, хозяйка всегда самая последняя. Боже, что же это? это последнее, что Мне откроем, сумочки это подальше. меньше всего получилось. А, тут типа разные блюда? Короче, я специально прикрыл все, чтобы мухи не сидели. А я специально поела перед приездом. Я тоже. Ну, вполне себе. Даже запахло. Выглядит достойно. А как она? Ты знаешь, как я готовлю пельмени, поэтому для меня это называется кулинарный шедевр вообще-то. Когда я жила еще в Москва-Сити, мы как-то купили с Сергеем пельмени, просто пельмени в пачке. И я говорю: Зай, свари, пожалуйста, пельмени. Вот лавровый лист, вот перец, вот кастрюля, возьми и свари. Что-то я отошла на 15 минут. Причем на пачке написано, как готовить пельмени, но эта сука их не доварила. И он такой говорит: все готово, типа налетай, малышка. И сам ест их. И он их ест, он уже штук 5 съел. Я начинаю пробовать и понимаю, что пельмени внутри сырые. Я говорю: Зай, как пельмени? Он говорит: вкусно, что не ешь? Это, кстати, соус. Но он уже подуставший какой-то. Из лосося. Как-то все подустал. Нормально, вообще гости приехали, так не просто Реально, часа. сейчас пойдете отсюда. Это что, бутерброды с сыром, блядь? Вау. Ну, это Ой, такой да. виган. Реально выглядит. Это для тех, кто не любит сыр. Это что там? Чуть-чуть подгорело. А что это вообще? блин. Это блин? Нет, это просто омлет. Но его можно сделать как скрэмбл, просто я не успел. Ой, Вам не терпится попробовать. вонь такая. Что, ребят, закажем суши? Ну что, за ужин, который я сам приготовил. И я честно переживал, что у нас будет у всех отравление, что мы все сегодня умрем, но я, к счастью, не ел его стряпню, только салат, в нем была сырая морковь, меня это очень удивило. Сергей приготовил хороший ужин, на самом деле, неожиданно. Я думала, что будет сильно хуже, но в целом это было вполне съедобно, все было в порядке. И я считаю то, что сегодня я приготовил достойный ужин, который они, кстати, не попробовали почему-то. Напишите в комментариях, почему они не попробовали этот ужин, хотя я, мне кажется, все делал верно. Я на самом деле с Олегом приехала сюда к вам в гости, к своим друзьям, для того, чтобы вас просто с ним познакомить как-то поближе, потому что вы, по сути, с Олегом не общались особо, некоторые даже вообще не подходили на каких-то наших общих встречах к Олегу. И у меня сложилось такое ощущение, будто вы немножко так типа как-то отстраненно держитесь от него. Ну, ты знаешь, тогда, в тот день, когда мы виделись, я думал, что ты как-то представишь, типа скажешь «Бонжорно». Дело скорее не в этом, это просто со временем по наитию должно происходить. Возможно, это не сразу. Ну подожди, по наитию происходить это должно от нас или от всех? Это Потому вообще, что как будто бы звучит так, как будто только от нас. Чем ты занимаешься? В основном это спорт, единоборство в этой сфере. Пробовал множество, не множество, а несколько бизнесов малых в сфере торговли. Людьми? Олег Яне очень подходит. Она любит спортивных, таких накачанных мэнов. В целом они очень классно вместе смотрятся, такие котики. Вот. Я думаю, что он ей очень даже подходит. А как ты оказался на Бали? Ты приехал отдыхать? Но это была не то чтобы мечта, просто,
наслышан об этом месте. Появилась причина, то есть повод здесь побывать, я познакомился с Яной. Кстати, Майк такой умиротворенный чел, достаточно с такой хорошей энергетикой, типа улыбчивый. Конечно, характер у него присутствует и типа, чел хороший, мне все нравится, окей. Я счастлив, что Яна нашла себе человека, который доставляет ей удовольствие. Но лично для меня этот человек пока несколько закрыт. То есть я не понимаю, насколько он честен с нами, с ней. Я не понимаю, насколько это тот человек, с которым она реально должна быть. Что ты максимально ценишь Яну? Это разум, ее мышление и Я разумная. тоже некая какая-то энергетика есть такая вот. Когда 2 года на Бали жили. Это правда. Подожди, а ты почувствовал это как? Вот общаясь с ней в переписке или Не, увидя вот ее в первый именно раз? общаясь, приличные встречи, вот как-то. Я наелась. Спасибо не большое. за что, Зая. Было очень вкусно. Я, кстати, выбрала себе имя. О, это Так, мы хотели... Так, Мгм. что? Скажи, какое? Ну, вы знаете, я со всеми вами тоже обсуждала новое имя, со всеми друзьями, в общем, перебирала все. И взяла временное Яна, чтобы меня не называли моим старым именем, но я подумала, что Яна — это такое немножко уродское имя для меня лично. Как-то оно не подходит. И я теперь Милана. Милана, блядь, это идеальное имя для меня. Оно такое изящное, такое нежное. Милана. Типа что-то милое, связанное с чем-то таким. И при этом достаточно статное валютное имя. Милана Петрова подходит к моей фамилии. Классно. Я решила, что я Милана. Несколько друзей мне подсказали с этим именем. Так что зовите меня Миланой. Смену имени Яны на Милану я прокомментирую абсолютно нормально, потому что мы принимаем ее такой, какая она есть, и это очень важно в дружбе, потому что все друзья очень разные, и мы все имеем какие-то недостатки либо плюсы. Если ты принимаешь человека таким, какой он есть, это значит то, что ты его любишь, и это важно. Имя Милана мне нравится больше, чем Яна. Я считаю, что это как-то более женственно, немножко загадочно, интересно. И мы прикалываемся, что она Милана Стар, это новая звезда, не знаю, знает песню «Крестики-нолики». Вот. В общем, Милана Стар супер топовая тёлка. Давайте выпьем за новую Милану Стар. Милана Стар. Реально. У тебя вообще был опыт с транс-девушками? Нет. Это первый твой опыт? Просто дружба, знакомство какое-то, было, но не отношения. А где вы познакомились? На каком-то сайте знакомств? Или какое-то приложение? На Мамбе. Что они познакомились в Инстаграме. Интеграция Мамбы. Знакомство. Инстаграм повлиял на знакомство, скажем так. Повлиял. Наверное, на дайвинчике по-любому. Подожди, но ты ответил, получается, на анкету Яны, Нет, Миланы. я просто написал ей в личку и все. На самом деле, когда я впервые увидела профиль в Инстаграме Олега, я подумала, что это эскортник. Но потом я с ним познакомилась в жизни, и я поняла, что я ошибалась. И мне стало так стыдно. А мы что-то просто общались, но не было цели как таковой построить отношения. То есть я с ней хотел просто познакомиться как, просто с человеком. Вот, и мы что-то заобщались, я про себя рассказал. Что это все я вольется про себя рассказывал. То есть она там что-то мне не верила, потом поверила, поделилась номером. Прошло какое-то время, мы опять начали общаться, там уже какое-то соприкосновение получилось, слово за слово, скажем так, и заочно мы познакомились еще через Кешу. Олег вообще тот еще фрукт, ребята его совсем не знают, а я познакомился с Олегом до Бали в Барселоне. Он вроде казался мне таким приличным, добрым, интересным парнем. Мы классно провели время в Барселоне, потусили, сходили в клуб, и вроде бы мне казалось, что все ок. Милана предложила погулять, познакомиться с ее другом. Я просто, нет, дайте скажу. Я в Барселоне, Игорь А и вы в Ваня... Барселоне познакомились? Да, Игорь с Ваней улетели, я остался один в Барселоне, там никого у меня нету. В Барселоне? Вот, и Милана Да, спасла это- меня и говорит, Да. встреться с Олегом.
Познакомься, Ты можешь не пообщайся. скрывать, я сказала, что это была типа проверка. Ну да, это была проверка, я сразу же Олегу сказал. Реально? Да, я сразу же Олегу сказал, что, Она блядь, пошла с твоим парнем гулять, чтобы проверить его? Зачем? ну, она мне доверяет, наверное, я же не ты шлю. Ну, поэтому потому я- что- Мы еще не Не, ну встретились. это странно, типа, как он может реагировать на это нормально? Мы еще не встречались, Ладно, мы просто конечно, начали да, встречаться. Они Слушай, просто я- переписывались, Подожди, это стоп, ничего не проверка значит. была между нами, то есть мы обсуждали, он не знал о том, что это И какая-то ты проверка. спрашивал или что-то его же. вопросы, где он работает и всякое такое? Да, чем? А ты типа не... Ну, я не знаю, я это- базовый я Нет, вопрос, базовые вопросы при базовый, знакомстве любых да. людей, типа неважно кто. Не-не, мы. окей. Ну, Вот мы и еще всё, неплохо да. там потусили. Да, то мы есть сходили такое, Сергей ну, просто ко мне или к тебе? Реально. базовые У нее вопросы? обычно так все. Что? Вот, мы классно отдохнули, мы Да. сходили в клуб, потусили и все. Слушай, ну хорошо, тогда такой вопрос. Личное обходя немного, да, я задушню сейчас, но именно серьезных отношений у тебя много было? До Миланы. Было. Просто количество, Трое. успокойся, что ты. Ну а в чем проблема, блин? Я переживаю за тебя. Бля, если 5 раз сказал, он типа... Когда ребята налетели на Олега, мне прям стало так неприятно. Особенно, когда моя сестра задала 3 одинаковых вопроса, она постоянно повторялась. Я ее просила, пожалуйста, Настя, давай вот закроем эту тему. И она продолжала давить на эту больную точку. Я не хочу слушать ничего про прошлое отношения Олега. Мне это не интересно. Мы с ним пообщаемся лично об этом. Зачем это делать на камеры, публично? Касаемо Олега, ну, как выбор Миланы, я, ну, как сказать, я просто из-за того, что я люблю Милану, я просто к ее выбору отношусь с уважением, но насчет Олега мне просто непонятно, как все будет обстоять в дальнейшем. Но я хочу просто, чтобы она была счастлива, и я очень надеюсь, что он ничего такого не сделает, чтобы помешать этому. Но здесь произошло то, что повергло меня в шок. Я совсем не ожидал, что он может так поступить, что он вот из тех плохих парней. Поэтому, не знаю, возможно, ему нужно время, чтобы проявить себя, показать себя с другой стороны. Но пока что та ситуация, которая произошла, не внушает мне доверия. Такой вопрос. А ты на сайтах знакомств каких-то сидел до Миланы? Да. Зачем это рассказывать Ну, я могу сейчас? тебе ответить, Ну, окей, я да. А хочу ты сейчас об этом сидела? поговорить. А Я ты? сидела. И как, сейчас тоже сидишь? У меня отношений не было лет 5, а у тебя сейчас отношения. Мне Ну, просто сейчас интересно. отношения, и значит нет, я там не сижу. То есть ты никогда не заходил? Стой, подожди. Ты прилетел на Бали сколько недель назад? Ну, еще месяца нет. Угу. Ты удалил все приложения? Ну, возможно. Возможно или да? Ну, возможно, или да, ну, типа... Мне нужен к нужен чему ты, конкретный ну, ответ. в Нет, чем цель вопроса? Подожди, мне нужен твой ответ конкретный. Да или нет? По-моему, всё да. удалил? Ну, возможно, одно осталось. Hornet вроде, Да, в котором ты был 2 дня назад. Болезненно. Прям болезненно. Я не знала, что делать, если честно. Я в очень сильном замешательстве. Он сидит в социальных сетях, где знакомится для секса. Hornet я скачивал чисто для секса. Она приняла меня, и сейчас я могу считать ее лучшим другом, которому я могу доверить все, включая ужасную историю о сексе прошлой ночью.